меня зовут Кристина. Совсем скоро наступит Новый год, и мы все бежим в магазины, закупаем игрушки, украшаем елку, украшаем дома, квартиры. А я решила осуществить свою уже давнейшую мечту. Я давно мечтала, чтобы в нашем доме стоял большой камин, и все мы могли сесть около камина, погреться. Но так как дом мы построили, а камин еще не поставили, и когда это будет, на самом деле никто не знает, я решила сделать камин своими руками. Сегодня в данном видео я вам покажу, как я это буду делать. Делать я буду его из картона и пенопласта. Всю подробную информацию вы найдете в описании под этим видео. Также я оставлю ссылки на свой инстаграм-аккаунт. И если вы досмотрите это видео до конца, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и давайте начинать. Чтобы сделать нам камин, нам потребуется основное, это коробка из-под телевизора, пенопласт. Я купила эмаль универсальную матовую, плюс рулетка, линейка, нож канцелярский, ножницы, всякие разные клеи, клей-момент универсальный, плюс горячий клей, скотч канцелярский. И потом уже в конце пойдет для украшения плиточные плинтуса. Ну, давайте начнем теперь. Коробку я свою сократила. Теперь она у меня стала не 123 сантиметра, а 102 сантиметра. Все-таки мне показалось, что такая форма камина будет более правильной. И теперь я буду приступать к вырезанию топки. Вот я расчертила свою топку, и смотрите, что у нас получается. Это у нас боковая внутренняя часть топки. Узкая полоска сгибается внутрь и подклеивается к задней части топки. А в середине это у нас отходы. Рисунок с размерами я приложу еще дальше. А сейчас давайте вырезать нашу топку. Чтобы коробка была более устойчивой, я сюда еще засунула пенопласт и всякие ненужные уголки, которые уже давным-давно надо было выбросить. Ну, для того, чтобы он был более тяжелый и стоял более уверенно. Я еще верхнюю часть нашей топки из тех отходов, которые у нас остались. Ну и все, теперь можно закрывать нашу коробку и продолжать дальше работать уже над красотой. В общем, купила я пенопласт не того размера. Камин у меня 102. Пенопласт у меня всего метр. Здесь, получается, мне надо, чтобы немножко еще выпирало. А здесь не хватает такого кусочка. Придется вырезать еще маленький кусочек и добавлять его вот сюда. И внизу точно так же придется тоже добавлять маленький кусочек. Ну, надеюсь, что получится. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Сейчас я оставлю свою конструкцию ненадолго, чтобы она хорошо подклеилась. И начну убираться, потому что это ужас, что тут творится. Уборку я провела, камин у меня стоит теперь под прессом, сохнет, и я решила не терять время и сделать вот такие вот кирпичики. Кирпичи у меня пойдут на заднюю стенку нашей топки. Я решила сделать только заднюю стенку. Нашла еще одну коробку от телевизора, только уже маленькую. Такое ощущение, как будто мы коллекционируем коробки, коробок у нас немерено. Вот решила вырезать теперь из этой коробки вот эти кирпичи. Сделала себе один шаблон и теперь буду вырезать.
я свои кирпичи. Теперь я буду клеить их вот так вот в шахматном порядке. Внизу я решила тоже вот здесь вот сделать кирпичики, выложить тоже в шахматном порядке. Клеить я буду все на клей ПВА. Хорошо приклеились, и далее мы берем салфетки, наносим клей ПВА на наши кирпичики и самые какие-нибудь дешевые салфетки, которые вы найдете в магазине, раскладываем прямо на наши кирпичики. Таким образом. Приклеиваем. Одна сначала. Далее точно так же вторую, третью, четвертую, так, чтобы у нас была вот такая вот фактура наших кирпичей. Текстура кирпичей у меня получилась. Теперь ждем полнейшего высыхания и можно будет приступать к покраске. Все, я свой камин покрасила в 3 слоя. Получилось довольно-таки неплохо, мне очень нравится, но вот этот логотип, который был раньше, он все равно как-то чуть-чуть просвечивается. Не знаю, буду ли я наносить еще один слой, посмотрим уже в дальнейшем. А так, в принципе, все. Мой камин почти готов. Осталось нанести только потолочные плинтуса. Я их уже подготовила. Наносить буду герметиком. Вот я и закончила делать свой камин, и как оказалось, это совсем не сложно, нужно только вдохновение. Украшайте камин как хотите, мне все-таки больше нравится минимализм, и я не стала загружать камин слишком большим количеством декора. Для того, чтобы создать огонь в топке, я собрала с улицы ветки, уложила их домиком и повесила гирлянду. Получилось, на мой взгляд, довольно-таки неплохо. Для гирлянды я прорезала ножом небольшое отверстие и провела гирлянду к розетке. Если идея с камином вам понравилась, то поставьте, пожалуйста, лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Я же желаю вам счастливого Нового года. Не бойтесь творить и создавать что-то новое. С вами была Кристина. Всем пока!